Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, чего он ждет от вас. У нас будет, как обычно, 3 позиции. Первая, вторая и третья. Загадывайте своего человека или троих. Выбирайте свою позицию. Тайм-код будет в описании под видео. И давайте начнем смотреть. Итак, первая, вторая, третья. Начинаем с первой позиции. Чего же он ждет от вас? Первое, что мы посмотрим, это его отношение к вам, как человек к вам относится. Как он к вам относится. Ой, как-то вот, знаете, с напрягом. Как-то ему тяжело. Здесь, знаете, вероятно, кто-то из вас не свободен. Четверка жезлов – это карта стабильности, это карта семьи, семейного быта, и он не готов чего-то менять. Либо же, знаете, если все свободны, то он просто не готов идти вот в эту стабильность с вами. С одной стороны, он не хочет вас отпускать. С другой стороны, не готов совершенно что-то менять, и именно из-за этого ему тяжело, да, потому что он понимает, что если он ничего не будет делать, то рано или поздно вам это надоест, и вы с ним попрощаетесь. Но здесь ему вот именно сложно, тяжело. Повторюсь, для тех, у кого либо вы, либо мужчина в браке, именно это является причиной того, что ему тяжело, потому что терять он вас не хочет, и менять в своей жизни также ничего не хочет. Для тех, у кого все свободны, здесь он не готов к каким-то переменам в плане того, что вот идти в семейную жизнь, идти в какую-то стабильность, но опять же и терять тоже вас он не настроен. А что он получает от вас? Что вы ему даете? Чувства, романтику. Вы знаете, он, конечно же, получает от вас романтику, но здесь такое ощущение, что у него есть соперник, да, то есть вы ему даете любовь, вы ему даете эмоции, но здесь эмоции такого характера, что вот романтика и ничего больше. Есть какой-то другой мужчина, которому вы, по его мнению, отдаете больше любви, больше внимания. И поэтому здесь тройка мечей, опять же, треугольники. Здесь у большинства в первом варианте вот именно несвободные отношения, треугольные. И у большинства вот именно как раз-таки препятствия. Это другой ваш мужчина, да, это тот мужчина, с которым у вас либо семья, либо стабильные отношения, либо он так считает, что у него есть вот тот самый соперник, которому вы даете больше чувств, чем ему. А чего ждет от вас? Чего ждет от вас? Чего же загаданный человек ждет от вас? Тайных отношений. Вот именно тайных отношений, классика жанра. Он не понимает пока, к чему приведут эти отношения, он не понимает, что будет дальше, он ждет, он считает, что он делает достаточно для ваших отношений, да, поэтому требовать от него чего-то большего бессмысленно. Он хочет вашего понимания, он хочет вашей мудрости, он хочет тайных отношений с вами, и именно терпение, именно понимание того, что на сегодняшний день какие-то перемены невозможны. Он хочет, чтобы вы признавали его вот именно императором. Он, знаете, он напитывается от вас вот этой энергией, которая позволяет ему чувствовать себя настоящим мужчиной. Он именно этой энергией вашей, ну, я не скажу, что питается, он не вампирит, а она ему необходима для поддержания его вот этого тонуса. Я настоящий мужчина, он очень любит вот это свое состояние рядом с вами. Но вы знаете, если вы замужем, если вы не свободны, да, либо он в браке не свободен, то он не намерен
как я уже сказала, расставаться с этим статусом. Здесь такая позиция, будем посмотреть, да, ты пойми меня, ты пойми мое положение, войди в мою ситуацию, я делаю достаточно, давай мы с тобой подождем, мы сделали достаточно, мы имеем возможность сейчас наслаждаться тем, что мы имеем, но я буду смотреть, как мне дальше действовать в этой ситуации. На сегодняшний день он не готов ничего менять в ваших с ним взаимоотношениях, но и терять вас также он не готов. Вот такая была первая позиция, такие единички. Давайте посмотрим у двоечек, чего же он ждет от вас. Итак, как он к вам относится? Как он к вам относится? Вы либо на супруга смотрите, либо на человека, который вот именно воспринимает вас вот именно как свою такую самую заботливую, самую такую главную женщину, которая может подарить ему уют и комфорт. Пентаклевая королева — это карта вот именно заботливой женщины, которая дарит ему уют. Десятка пентаклей — это карта семьи, это карта партнерства. Но по какой-то причине вы как будто вынуждены находиться на расстоянии. Такое ощущение, что ему приходится вот этот вот уютный дом, уютное гнездышко покидать, оставлять. Другое дело, конечно, для тех, у кого, опять же, браки проигрываются. Здесь он относится к вам вот именно как к несвободной женщине. Если же сам в браке, то он осознает, что он тоже имеет вот эту вот ответственность, да, за свою семью. Но, вы знаете, вы для него воплощение уюта, вы для него воплощение тепла, заботы, стабильности. В вас он видит родного человека, но по каким-то причинам вот либо расстояние, либо необходимость уйти, отдалиться, быть где-то вот не рядом с вами, а вот именно на дистанции. Что он от вас получает? Что он от вас получает? Страхи, неопределенность. Так. Здесь у многих, опять же, отыграется, что женщина не свободна, и он не уверен в вашей позиции относительно него самого, и он очень боится вас потерять. Он, скорее всего, знает, что у него есть соперник, либо он уверен. Но если пентаклевая королева, то если вы замужем, да, за другим человеком, либо же он тот супруг, который не додает вам тепла, то он прекрасно понимает, что у него есть соперник. Давайте посмотрим еще, почему страхи, почему здесь страхи. Вы как-то отгораживаетесь от него. Да, четверка жезлов. Вы знаете, вы, скорее всего, в других отношениях, да, вот именно так отыграется вторая позиция, вы в других отношениях, а он на расстоянии от вас, и вы ему не даете никакой конкретики, вы ему не даете никакой абсолютно стабильности. Он понимает, что у него есть соперник. Давайте посмотрим, чего он ждет от вас. Чего он ждет от вас. Отношений, которые доставят ему удовольствие. Он не собирается разрушать ваш брак, он не собирается абсолютно разрушать вашу семью, вашу стабильность, но ему очень хотелось бы теплых, вот этих вот романтических отношений. Они даже могут быть не романтическими. Он даже может понимать, что вы принадлежите другому мужчине, другому человеку. Он просто мечтает, предвкушает те эмоции, которые он может получить от банального разговора с вами. Просто беседа, просто деловая беседа, беседа по телефону о чем-либо. Он видит вас очень достойную женщину, да, карта Иерофант, королева Пентаклей, это, знаете, воплощение материнства, воплощение вот именно женственности, вот так, как соответствует традициям. И он больше чем уверен, что вы не нарушите какие-то свои традиции, вы не нарушите рамки морали, нравственности. Он прекрасно все это понимает, и он будет удерживать ситуацию под контролем. Чего он ждет от вас? Здесь он
не собирается ничего менять в своей жизни. Если вы в ссоре, очень хочет восстановить с вами отношения, он хочет сближения, он понимает, что между вами вот что-то идет не так, есть страхи, есть расстояние, у кого-то ссоры, неопределенность, но он, вот знаете, просто хотя бы погреться у чужого огня. Вы для него вот воплощение уюта, воплощение тепла, в вас он видит родственную душу, возможно, даже вы ему маму его напоминаете. А почему так? Почему так? Вот он не идет ни в какие другие отношения. Почему он так ждет вас? Он считает, что ваша встреча судьбоносная, колесо фортуны. Он считает, что вы помогаете ему по жезлам, вы как-то, вот знаете, направляете его в нужное русло. Вы, восьмерка пентаклей, вы как будто бы, вот знаете, Пигмалион и Галатея, да, то есть вы здесь вот именно Пигмалион, а он как Галатея. Вы вылепливаете из него того человека, которым он должен стать. Вы помогаете ему преодолеть трудности. Вы его как будто, вот знаете, ведете в лучшую, в нужную жизнь, в те перемены, которые он хотел бы осуществить, поэтому вы ему безумно нужны, не претендует на то, чтобы разрушать ваши стабильные отношения, вашу стабильную жизнь, просто хочет быть рядом, просто вы ему нужны в первую очередь как человек родной. Но здесь чувство, конечно же, у него к вам присутствует, просто он вам добра желает, он не будет делать вам никаких подлостей. Такие двоечки у нас сегодня. Идем к третьей позиции. Итак, чего он ждет от вас? Чего он ждет от вас? Давайте посмотрим. В первую очередь, как он к вам относится. Как он к вам относится. С неким недоверием наблюдает. Сегодня все, что ли, у нас треугольники. Как-то, знаете, вот такое состояние, когда он не совсем вам доверяет, все мечевые карты, находится он в ограничениях, не хочет, не может свои истинные эмоции вам показать. Вероятнее всего, кто-то из вас не свободен, либо вы, либо он. И он здесь четко понимает, что своего истинного отношения показывать нельзя. Он просто сейчас вот именно мониторит обстановку. Он сейчас вот именно изучает, переживает, обижается за что-то. Давайте тройку мечей уточним. Здесь, вероятнее всего, между вами какие-то разногласия есть. Пятерка мечей, это, знаете, какой-то вот такой разговор, который не очень приятный. Не у всех здесь треугольники отыграются, у кого-то здесь просто ссора. И человек, знаете, он такой тоже хитренький, манипулирует информацией и хочет быть победителем. Именно поэтому ждет сейчас, вот именно выжидает, когда же будет момент, когда ему можно будет что-то понять, прояснить, либо как-то сделать шаг в вашу сторону, потому что по восьмерке мечей он ограничен в действиях, он не видит пока возможностей, либо не видит шансов. Скорее всего, вы на расстоянии, на дистанции. Шестерка мечей, это вот знаете, как дорога, либо расстояние, либо просто сидит в тишине для того, чтобы не наломать дров, избежать каких-то трудностей. А что он получает от вас? Давайте посмотрим. Что он получает от вас? Вы для него загадка. Вы для него загадка. Причем, вы знаете, такое ощущение, что здесь у вас вот кто кого переглядит, кто кого перемолчит. Вы поставили точку, вы его чем-то обидели. Вот вы прям, знаете, как отрезали, да, вот поставили точку, как-то осекли его в какой-то попытке его сделать шаг. И он толком не понимает вообще, что вы имели в виду. Он не понимает, в чем его вина. Он не понимает, в чем его ошибка. Вы его как-то, знаете, очень резко, но вместе с тем непонятно, просто вот осекли, обрубили. Что он испытывает при этом? Что он испытывает при этом? Тем не менее, чувства, но эти чувства доставляют ему тяжесть. Ему непонятно. Понимаете, он изначально хотел бы от вас тепла,
Но то, как вы с ним себя ведете, его ставит в тупик. Ему кажется, что это жестко, ему кажется, что это резко, холодно. И у него вообще в голове такой винегрет творится. Он не понимает вообще, чего вы хотите. Он не понимает, что вы имели в виду, позволив себе вот этот вот резкий поступок. А чего он ждет от вас? Чего он ждет от вас сейчас? Перемен, трансформации. Вы знаете, он понимает, что должны быть перемены, так как было раньше, продолжаться не может. Здесь либо ставить точку, либо продолжать дальше, но уже совершенно в другом формате. Он очень надеется хотя бы на такое дружеское взаимодействие, либо на взаимодействие по каким-то вопросам. Здесь даже речь не про романтику. Здесь он хотя бы хочет избежать вот этого конфликта, загладить вот этот конфликт. И, повторюсь, здесь речь даже пока не про романтику, а про то, чтобы хотя бы выйти из этого состояния конфликта, из этого разрушения. Он понимает, что да, то, что было между вами, а что было между вами, давайте посмотрим. Что было между вами? Ожидание, долгая либо пауза, либо вот молчание какое-то. Скорее всего, либо отправила в блок. Да, здесь была длительная пауза, длительное отдаление, отстранение, и девушка, вот знаете, вот женщина обрубила, вы, то есть обрубили, и он понимает, что надо теперь как-то выкручиваться, изворачиваться из этой ситуации, нужно, знаете, менять то состояние, что есть, но он не готов оставлять все как есть, понимаете? Он сейчас либо в блоке у вас, либо, вот повторюсь, в каких-то ограничениях, и ему хотелось бы, если не через вас, да, если не вашими силами, то хотя бы через общих знакомых, через третьих лиц как-то выйти из этого состояния молчания, из этого состояния паузы, потому что ему очень тяжело, ему очень некомфортно. У многих действительно здесь отыграется то, что четверка жезлов — это карта стабильности, да, либо вы, либо он в отношениях, но то, что было до вот этой паузы, оно стало таким прочным фундаментом между вами, которое не дает ему сейчас вас полноценно отпустить, да, даже после того, как вы вот именно отрезали и обрубили. Чего хочет-то вообще, давайте посмотрим, такой интересный третий вариант. Чего хочет-то? Даже сам пока не поймет, чего хочет. В идеале он хотел бы любви, но он, во-первых, в себе до конца не разобрался, и он не знает, чего хотите вы. Вы для него загадка. Здесь очень многое будет зависеть от того, поймет он или не поймет ваш настрой, потому что вашего настроя он вообще не понимает. В идеале изначально он хочет любви, он хотел бы любви, но вы его в такие рамки поставили, вы так его вот обрубили, что у него теперь, знаете, здесь со словарем не разобраться, здесь просто вот такая ситуация, когда действительно все сложно, очень интересно, но ничего не понятно. Благодарю всех за просмотр, до встречи с вами в новых видео.